Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Как вы видите, ко мне сегодня в гости приехал мой друг Сергей, канал Окопов. Ссылочка будет внизу. Всем привет. И мы с ним решили приготовить блюдо. А какое блюдо мы сегодня будем Будем готовить восточное блюдо, точнее узбекское блюдо, которое называется басма. Кстати, очень многие путают с димлямой. Но вам объясню, димляма жарится и делается без капусты, а басма варится и делается с капустой. Вот этот момент вот очень важен. Это наши зрители сегодня как раз и увидят. А мы сейчас покажем, как все это сделать. Итак, мы начинаем. Перед тем, как начать приготовление, Серег, расскажи, пожалуйста, что нам вообще понадобится для этого блюда? Для этого блюда нам, друзья, понадобится капуста, картошка, морковка, помидор, болгарский перец, конечно же мясо. Мясо можно либо говядину, либо баранину. Свинина в этом блюде не пойдет. Будет не тот вкус. Либо баранина, либо говядина. И, конечно же, лук и зелень. Баклажанчик, да. Соль, перец. Острый перчик, да? Все. Ну, отлично. Кстати, самое главное, что для меня стало открытием, что в этом блюде вообще масло не требуется абсолютно, да? Это блюдо готовится легко и просто, при этом оно очень полезно и очень вкусное. Мясо вообще рекомендуется для таких блюд всегда брать на косточке, потому что будет бульон очень вкусный. Наваристый, да? Да, теперь нам надо, Артем, все это нарезать. А давай, знаешь как, давай ты займись мясом, поскольку, мне кажется, ты знаешь, как правильно его разделать. Смотри, помидоры надо нарезать кольцами. Артем, что режешь дальше? Так, я возьму еще картофель. Картошку нарезают как прям на 4 Да, чтобы крупная была, да? кусками, да, потому что она уварится и потом превратится в кашу. Баклажан также режу кольцами. Артем, слушай, это такая шикарная доска. Да, кстати. Очень удобно, что мы с тобой вдвоем на ней режем. Да. Откуда у тебя такая? Расскажи, я тоже такую хочу. Хочешь, наверное, будет. На самом деле, эту доску, удобно, на самом деле. Эту доску мне прислали мои друзья, они живут... Она дубовая, да? Живут на севере. Ты знаешь, я в дереве особо не разбираюсь. Я вижу, дуб. Вот, ну, значит, дуб. Я отвечаю. Вот. Живут они на севере, северяне. Вот. И изготавливают эти доски. Ну, классно. Видишь, еще логотип сделали мне. Вообще, меня прям порадовало. Неудобно, удобно. Удобно, да. Удобно тем, что вот мои доски, они толстые. И они очень тяжелые. Но это да, видишь, еще удобно ее переносить с места на место. Поэтому, кто заинтересуется данной продукцией, данными досками, ссылочку на ребят я оставлю внизу в описании под роликом. Да? У них как раз инстаграма есть, я оставлю ссылочку. Да. Серег, и удобство-то афганского казана в чем проявляется? То, что взял, накидал, да? Все. Удобство в том, что встретились, друзья, времени мало, а надо быстро что-то приготовить. Это самое главное. Покидали сюда, как мы это сделали с тобой вчера. Да. Вот. Положили, и через 30-40 минут идеальное блюдо на столе. Да, Все очень наваристое и вкуснейшее. Значит, что первое мы отправляем? Первым слоем мы будем отправлять туда лук. То есть лук, у нас будет луковая подушка, то есть, да? Угу. Далее, Артем, после укладываем помидоры. Угу. Лук, потом помидоры. Лук, помидоры. Кладем морковку. Баклажан. Кстати, вопрос, Серег. Кладем не все, а половину. Часть, да? Половину, да. Вопрос очень важный. По поводу соли. Солить необходимо слоями или уже в конце вот одним разом? Вот как раз я это хотел сказать. Ага, вот. Положили овощи. Теперь я хочу все это посолить. Сколько соли нужно будет? Соли всегда только на глаз. Да? Хотя, говорят, на глаз больно. Ну, слушай, Серег, смотри, а если солить вот так, это даст блюду свой шарм или нет? И как вот так? Наверное, да. Наверное, да. Далее, Артем, укладывает мясо. Казан у нас практически полный, и мы теперь верхним слоем добавляем капусту, да? Мы сейчас кладем сверху капусту, но смотри, я тебе покажу, как надо положить капусту. Нам нужны вот такие. Сначала надо снять цельные листы. Как на голубцы, что ли? Да, да.
Ты не поверишь, даже когда он будет вариться, он будет пахнуть и голубцами, и борщом. Вот так вот. Капуста дает свой прям такой конкретный аромат. В общем, надо снять несколько листов. Сейчас ты видишь, для чего это. Кстати, у нас такой большой, богатый, я бы сказал, набор овощей, и он даст такой бульон, да? Представляешь, сколько здесь витаминов, Да, сколько да. это полезное блюдо. Вот, и капусту еще нарезаем вот так вот. Как на борщ, да? Ну, покрупнее. Покрупнее чуть-чуть. Видишь, прям вот так вот. А, вот так вот еще. Ага. Вот сверху положим капусты. Ее много не нужно, она даст свой вкус. Теперь надо сюда налить немножко воды. Чистой питьевой водички, да? Чистой обычной воды. Серег, сколько мы наливаем воды? Сюда вот на такой казанчик где-то, я думаю, миллилитров 300. Потому что еще овощи дадут свой сок, да, свой Да. бульон. Все овощи дадут свой сок, и бульона будет много. Я вам очень рекомендую как бы воды добавить побольше, потому что всегда, когда мы это блюдо готовим, Давай еще нальем. у нас всем не хватает бульона. Здесь получается очень-очень вкусный, такой насыщенный бульон. Еще надо положить острый перчик. Мы его не режем, да? Большой, может пополам его, или так положим. Пусть будет целиковый. Блин, как, Давай, ставь. вот, глянь, как уже красиво смотрится. И положим сюда немножко зелени. Резать ее не будем, она даст просто тоже целиком. свой аромат, и мы ее потом Снимем сверху. уберем и порежем уже свежую. Видишь, как все гениальное просто. Вот, и дальше смотри, что делать. Вопрос такой очень важный. А то, что мы вот прям битком так казан, это ничего страшного? Ну, будем надеяться. Сверху закроем капустным листом. Она будет держать там типа термоса, знаешь, короче, там. Ничего себе. Ну, у нас, в принципе, и так казан. Да, да. Но это, когда готовишь в обычном казане, все это накрывается. В узбекском, да? Да, который сверху ходит? накрывается ляганом. Как плов. Кстати, в армянском языке он тоже по-армянски называется ляган. А по-армянски как это блюдо называется? По-армянски оно тоже называется басма. Теперь все это закрываем. Ну, видишь, насколько все просто. Отлично. На самом отлично. деле, Простые 10 ингредиенты. 10 минут занимает все это порезать, сложить и поставить на 30-40 минут вариться. И самое главное, что это блюдо доступно для всех. Это, бюджетное блюдо. Ну что здесь, овощи и мясо кусок, как бы, я Самое думаю. главное, что оно очень полезное. Вот. Овощи и мясо. Я Те- предлагаю все это отправить на плиту. Да, будем готовить на плите, потому что погода у нас сегодня не самая лучшая. Вот, не будем разжигать мангал. В этом, кстати, и плюс афганского казана, что можно готовить на любой поверхности. Газ, мангал, Электроплитка, да. индукционная, переходник. Да, только переходник. Поэтому Погнали. погнали, ставим на газовую плиту. И давай сразу, знаешь, как объясним такой момент. Сначала должно засвистеть, и после этого 30-40 минут. Мы засекаем, да, и затем снимаем с огня, выпускаем пар и, естественно, дегустируем. И вкусно кушаем. Ну что, блюдо наше готово, поэтому, Серега, Наконец-то. не томи, открывай быстрее. Запах сумасшедший. Да. Мы тут полчаса отстраивали. Избыточное давление, да. И запах стоит на всю округу. А в студии тут вообще просто замечательно. Вот эта вот капуста, которой мы накрывали все, ее нам надо убрать вместе Так. с этой зеленью. Вот посмотри, зелень. Видишь, Ну, она вся. целиком. Она свое все отдала. И мы все Перчик. убираем. Выглядит это просто безумно вкусно, шикарно. Даже я еще не попробовал, но уже чувствую, какой это будет сейчас вкус. Да, вкус отменный. Посмотри, как выглядит бульон. Кстати, прозрачный, наваристый. Просто замечательно. Ой, Это блин. божественный бульон, вот, на самом деле. Я был бы одним бульоном бы доволен. Честное слово. Посмотрите, как отваливаются кости. Смотри, что стало с косточкой. А, тем более даже и кость сама проварилась. Видите, уже я не говорю про мясо. Косточка просто ломается. Тебе понравилось блюдо? Не задавай мне вопросы, я ем. Мне Реально кажется- очень мне понравилось. кажется, даже я уверен, что теперь ты будешь это блюдо готовить чаще. Часто. Так что, друзья, я вам очень рекомендую. Готовьте это блюдо. Оно готовится, как вы видели, легко и просто.
При этом оно очень полезное и безумно вкусное. У кого нет афганского казана, они также могут это все сделать в обычной кастрюле, поставить на плиту и И приготовить. просто подольше чуть получится мясо, да, чтобы... Варить надо 2 часа тогда. Ну что, на этой вкусной, приятной ноте, я думаю, нам необходимо завершить, заканчивать Я наше думаю, видео. Мы продолжим нашу дегустацию. У нас только Вот. все в самом разгаре, все только начинается. Друзья, если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на канал Сергея. Также ставьте большие пальчики вверх, правильно, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. И не забывайте про нашу страничку в Инстаграме и ВКонтакте, ссылочки тоже будут внизу. Итак, всем пока, до новых вкусных встреч. Пока, друзья. Всем пока.